3, оп! Это место, где прошлое и будущее разговаривают друг с другом. Здесь камни хранят историю, а люди строят современность. Такие вот многодетные папы, обвешанные детьми, это вообще норма израильского общества. Израиль, к сожалению, это Мекка для прохвостов и проходимцев. Что-то бабахает там сверху где-то, а люди между собой шутят и как-то друг друга подбадривают. Шаббат не шаббат, если нет гостей, правда ведь? Я равноправная гражданка этой страны. А евреи, арабы, Мы называем молодежь. это «мы соседи». Соседи. Мы соседи, это наша земля. Ты Мы вообще здесь посмотри, все вместе что живем. не Мы происходит. здесь все вместе живем и будем по-соседски дружить. Вы бы принесли попробовать. Все растоптал. Типичный израильтянин, это израильтянин с бородой. А, ну ладно, тебе не нравится? Ну извини. Глубоко в тебе, значит, сидела израильтянка и ждала, когда будет возможность проявиться. Да она не сидела, она все время выскакивала. Мы живем в Израиле очень плохо. В России было намного лучше. Приезжаешь за границу, думаешь, как они вообще скучно живут. Если вы ждете израильтянина в гости, то приготовьтесь, что он может прийти не один. А я бы добавил еще и не вовремя. Шаббат-шоу! 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 Раз, два, три. Всем здравствуйте! Наше шаббат-шоу – это очередной вечер, когда мы собрались в студии Галиль ТВ, которая находится на севере Израиля, в Галилее, в кибуце, недалеко от иорданской границы. И это время, когда нам приятно быть вместе и приятно быть с вами, потому что мы уверены, вы нас смотрите. И если вы сейчас включили эту трансляцию, пожалуйста, поставьте лайк. Если не подписались, исправьте это упущение и пошлите это видео своим близким, чтобы те также могли провести с нами шаббатний вечер. Итак, мы начинаем наше ток-шоу «Вечером шаббат». Кстати, Компания наша Да, ширится наш, и да. множится, да, так на глазах. Адам Да. Решон все Адам по-прежнему Решон. с нами. Это имя придумал Руфь, и оно как-то прижилось. Если у вас есть еще вариант, мы ждем. Пожалуйста, присылайте ваши фантазии на тему «Как зовут белого человека». А у нас новый белый. Член представитель. команды. Да, представитель. Да. Саш, ну давай, Ой, расскажи пару слов. Очень. Сегодня у нас тоже такой с нами гость. Мы нашли этого такого прелестного пса. Кстати, кто знает или кто может помочь нам распространить, найти его хозяина. Такая вот прекрасная собака потерялась в районе поселка Усофия. Кто знает, это в районе Хайфы, где горы Кармеля. И было жалко его отдавать в приют. И вот мы его пока привезли Приютили в нашу, здесь в приютили в студии, нашей да. студии, пока он с нами, поэтому мы оставим телефон, контакты все, кто может быть может помочь нам в поиске вот хозяина. Мы очень будем рады и благодарны вам, друзья. Спасибо. Чудесный пес, воспитанный, Да. очень аккуратный и такой прям замечательный, да. Вот. А что мне хотелось сказать? Мне хотелось сказать, что у меня очень хороший хук попался. Давай. Да. Друзья, вы знали, что Израиль – это то место, где прошлое и будущее разговаривают друг с другом. Здесь камни хранят историю, а люди строят современность. Это шаббат-шоу. Мы начинаем. Разворачивать будем? Потом в конце. В конце. В конце, когда все вместе. Да. Хорошо. И в Израиле аномальная жара. Да. К сожалению, кондиционеры у нас не справляются, но это говорит только о том, что наша атмосфера становится теплее. И мы сегодня продолжим нашу традицию. В шаббат мы обычно играем в настолки. Сегодня нашими настолками будут очередные фото. Сейчас я скажу правила игры, друзья. У нас были города. Так, вспоминайте, да. история. Новости. Да, новости, Мы да. играли в новости. А Да. сегодня во что мы играем? Сегодня мы играем в Израиль, как обычно. Если бы Израиль был человеком, то каким бы он был? Вот представьте. Имя Израиль, это, кто не знает, да, страна Израиль называется по имени человека, настоящего человека. Это имя и сегодня популярно не только в Израиле, но и в других странах. И это имя внука Авраама. Как известно, в Танахе есть история о том, как Иаков стал Израилем. Вот. И почему бы нам не представить, каким Израиль мог бы быть человеком?
Вот, предлагаю вам обоим выбрать. Давайте. Тяните. Мы должны вытянуть или сами Да. выбрать? Ну, хотите, посмотрите. Я не против. Давай, Выбирайте. вот это вот. Ну, что ты вытягиваешь? Посмотри, выбери. Мне Тебе нравится? эта Ну, окей. картинка, Окей. да. Очень, Я пока не буду смотреть. мне нравится эта картинка, Давай. да. Так, что у тебя там? Показывай, Вот это- рассказывай. На этой Ты картинке... согласен, да, что Да. Израиль мог бы быть таким человеком? Очень. Вот. Что? На этой картинке 3 папочек, каждый держит ребенка. Вот. У меня даже есть такая своя личная фотография. Вот, можно даже вывести, То показать. есть Израиль страна пап. Да. Это справедливо? Да, я даже делал ролик о том, да, что справедливое в Израиле название. я гуляю, и очень часто мы встречаем в парках, на улицах, как папочки гуляют со своими детьми. И это очень такой контраст, ну, по сравнению Да. со страны исхода, откуда я приехал. Да, где было Да. немножко постыдно, да, как это отец будет посвящать столько времени детям. Для этого мамы есть вообще-то, да, в тех странах обычно так говорили, да? Да, А действительно, в Израиль, Израиле да. очень принято, да, папам, именно папам гулять с маленькими детьми, да, и как бы, в парках или в каких-то таких в зеленых скверах, да, в городах очень часто видно прям такие вот группки пап, молодых пап, которые гуляют со своими маленькими детьми. И не только гулять, а просто заниматься детьми, водить их на мероприятия, на какие-то занятия, отвозить их в детские сады и школы. И надо отметить, что семьи в Израиле не маленькие, то есть здесь нет такого принципа, что многодетная семья, ну, сколько угодно детей, если у тебя достаточный уровень их обеспечивать, значит, ты даже не считаешься каким-то нуждающимся в помощи в Израиле. Вот. И здесь вот такие вот многодетные папы, обвешанные детьми, это нормальная вообще норма израильского общества. Жизни, да. Да, поэтому я бы назвала по твоему фото, да, Израиль — это страна пап. Вот мне понравилось, как ты сразу сказал, что да, это папочки с детьми. Ну, Так, у меня. Русь, да. У меня вот такой да, персонаж. Даже не знаю, как это Как бы ты его объяснить. Как назвала. это объяснить, да. Да. Ну, получается, что это тоже такой мужской образ, который очень любит за собой следить, да, за своей внешностью, за своей прической. На самом деле, да, там и борода, усы, да, это действительно характерная черта для мужчин в Израиле. Но еще меня вот очень поразило, что здесь невероятное количество парикмахерских именно для мужчин. Вот тех самых барбершопов, которые, ну, скажем, в России стали популярны не так давно, именно как особенные мужские, да, парикмахерские. А в Израиле это, я вижу, что это абсолютная норма. И это такие прямо, мне кажется, клубы такие, мужские клубы, потому что мужчины приходят компаниями, с друзьями, они там сидят, они общаются, вот пока одного стригут или там что-то делают с его бородой, с усами, то другие просто общаются, пьют кофе, разговаривают, и это прям, да, такой клубная жизнь такая. Ну и мужчины здесь действительно следят за собой очень, да, любят так быть ухоженными, быть постриженными. И как-то, да. Ну, вообще, мне кажется, борода — это вот символ восточного мужчины, да? То есть и в иудаизме принято носить бороду, и если Ну, мы в иудаизме это вообще заповедь, да? Ну, такой, не заповедь, но закон. Закон, традиция, такой, да, традиция, да. Не брить пейсы, не брить бороду, усы, да. То есть для Израиля израильтянин и борода — это что-то такое типичное, да? Типичный израильтянин — это израильтянин с бородой. И я скажу больше, что вот здесь изображен вот такой вот эксцентричный, бородатый мужчина. Его зовут Гилад Леви, это израильтянин, который однажды получил звание «Король бороды». И такие фестивали бороды и усов проходят в Германии, в Бельгии. И израильская команда туда периодически ездит. Регулярно побеждает, да. Бывает, что да, побеждает. Вот такие для нас бывают там неизвестные способы проявления себя. Вот израильтяне находят и прекрасно с этим справляются. Ну что, Руфь, хочешь прочитать?
У нас вот установочных. тут тоже Да. израильтянин с усами, с Да, такими солидными, благородными. да, с благородными белыми усами. Да. Да, давай. Да, что-то прочитаю. Так. В Израиле чувство юмора – это способ справляться с трудностями. Самоирония и шутки помогают людям переживать сложные периоды. Ну да, Согласишься? без юмора и без шуток в Израиле невозможно. Да, в любой ситуации люди находят возможность посмеяться, даже в трудные вот периоды, которые мы совсем недавно пережили, под обстрелами, под бомбежками. Часто, например, мне приходилось спускаться в общее бомбоубежище. Вот, и там, конечно, не обходилось без шуток, без... Несмотря на тревожный контекст. Да, там что-то бабахает там сверху где-то, вот. А люди между собой, да, шутят и как-то друг друга подбадривают, то есть никто не пытаются как бы именно с помощью шутки и иронии друг друга поддержать. Да, Ну, без если чу- вспомнить вот этот советский период, то писатели-сатирики были Ну, сплошь да, с еврейскими фамилиями, да? Да. Ну, вообще, да, видимо, в еврейском народе это такая действительно способ справляться с трудностями. Да, Да. Саша. ты Не, я хотел. просто в целом почему-то подумал про, вообще про позитив. У меня был тоже период, ты говорил про бомбежки, и я вот как-то что-то задумался прямо сейчас. Был период, когда я проходил через такое переосмысление в своей жизни. Я однажды, когда были бомбежки, я потом сейчас это вспомнил, был ракетный обстрел из Ирана, и я стоял под виноградной лозой, и я вспомнил, что где-то когда-то вот в Танахе я читал о том, что там говорил пророк, что даже не станет овец в загоне, виноград не даст плода, там, он говорит, что мы будем там уповать на Бога. И я открыл, прочитал, потому что я как-то ассоциация такая, вот как-то, связал вместе, как-то, да. вот нашел тогда вот, Картина. и удивился, что, я подтвердился, что это даже такая еврейская, такая, не знаю, вот философская идея, такая классная, что несмотря на что, вот у тебя не будет ничего, ты вот все равно вот найдешь что-то позитивное и будешь сосредотачиваться на это, и это, это тебя будет животворить, как бы давать тебе какой-то стимул в жизни, поэтому вот именно вот, искать во всем этом, во всех трудностях позитивно, это вот классно, это оно в израильской вот идет вот, как это сказать, вот даже вот оттуда еще с истории тянется и дает нам. И из Писания, Да. да, из Торы. Напомни, что ты читал в начале, какой твой был вот этот хук? Там мой был хук. про незнакомцев Мой был хук. что-то, да? Нет, Израиль это место, где прошлое и будущее разговаривают друг с другом. Здесь камни хранят историю, а люди строят современность. Какая философия. Ну да. Ну, Я думаю, не только камни хранят историю. Люди здесь тоже очень тщательно хранят историю, да, и передают ее, это точно. как бы эту традицию, историю, да, и на этой земле как бы особо видишь, насколько для людей это важно, и люди прям очень бережно к истории своей относятся Это и правда. очень ее охраняют, свою историю, да, и не дай бог там как-то чтобы не заступил никто. Это Вот. правда, А да. про иронию я еще хочу сказать, что здесь очень много юмора, и очень много юмора такого саркастического, да, то есть люди не просто смеются над какими-то ситуациями, а довольно едко, довольно зло иногда шутят. Вот эта злость, которая обычно мы вовнутрь загоняем, да, и от этого наши депрессии там и может все. быть, да. Вот. А когда эта злость через юмор выходит, она получается терапевтической такой. Вот, интересно, этой да. злостью. Мне так кажется. А я хотела по поводу камней сказать, что у нас сегодня есть специалист, который знает, как камни хранят историю и знает, что с этими камнями делать. Это наш первый гость. Хочу пригласить к нам на диван Леонида. Спасибо, что к нам приехали из самой Хайфы. Вот. Спасибо, что пригласили. Да, мы рады гостям. Мы очень. рады гостям, да. И шаббат не шаббат, если нет гостей, правда? Ведь у нас Да, как бы это такое точно, время, что... Это точно. Да, что... Какой вот, шаббат без гостей? конечно. Вот, поэтому, Леонид, как вам, Александр, про камни, про историю,
Как вам кажется, вот хранят ли камни историю Смотрите, израильские? безусловно, камни хранят историю, причем это относится, собственно, к любой стране. И к Греции, к Франции, к Испании, неважно. Но мы живем в Израиле, поэтому, естественно, нас интересуют камни израильские, как они хранят израильскую историю. Ну, логично, согласитесь? Вот, так что я целиком и полностью согласен. Да, с А Сашей. как вам удается узнать эту историю? У вас уникальная вообще деятельность, да, что вы собрали такое комьюнити профессионалов, которые занимаются ремонтами, которые занимаются профессионально, помогают друг другу именно вот в этой сфере. И эти люди точно знают про камни и про историю, как у нас тут все устроено. Ну, Да. камни, откровенно говоря, больше в современном ремонте, они синтетические больше. Вот, но, безусловно, синтетические кирпичи и прочее, ну, в принципе, как бы, безусловно, дизайнеры работают, чтобы эта история передавалась в современных интерьерах. Это совершенно нормально. Кстати, о комьюнити вообще. Группа ремонта. А все вообще знают. Все в эту группу записаны. Запишемся обязательно. О. И ссылочку В каждой дадим. шутке Да, есть доля шуток, шутки. а остальное правда. Да. На сегодняшний день это 56 тысяч, это самая крупная ремонтная площадка в Израиле. Гигантская, да. Гигантская, да, большая. Для Израиля это очень большая цифра. Но я считаю, с вашей помощью мы это дело популяризируем. А- В равной степени, как и ваш замечательный YouTube-канал, о существовании которого Надеемся. я узнал совсем недавно, он также будет, так сказать, хорошо освещен в нашей группе. Чудесно. То есть люди туда пишут со своими запросами, да, и откликаются какие-то мастера. Так работает или да? Или как? Совершенно верно. Верно, Люди да? просто пишут. Ищу такого-то, сломался да, мозга. да. Животрепещущий вопрос, да. Масса ответов, масса советов. В первую очередь всегда есть диванные специалисты, которым кажется, что они все знают, ну, как обычно, как в политике, в психологии и во многих других областях. Ну и профессионалы. И кроме этого мы создали уже, когда группа стала уже достаточно крупная, мы создали уже сайт, полноценный сайт в Гугле, список мастеров, где собраны специалисты. Все они проверены, то есть они прошли какое-то сито отбора, скажем так, и за их деятельностью мы следим. Я, собственно, призываю, берите специалистов оттуда, это уже гарантированно проверено. И репутация у людей уже есть. И да. опять же, нету времени, нету терпения, нету сил. Позвонил одному, занято, второй не перезвонил, третий непонятно что, в отпуске что-то написал. Есть бланк заказа. Вы пишете, сломался мозгам. Все, бланк заказа попадает ко мне еще, к тем людям, с кем я сотрудничаю, и мы подбираем этого мозганщика, он уже непосредственно сам созванивается с клиентами, дальше приезжает. А вот или у не меня приезжает. такой вот, почему-то сейчас задумался, вот как вторая половина, а люди строят современность. Если вопрос про современность, а современные технологии, такие как ИИ, они не подвинули вот вас в этой сфере или расширили? Наступают наоборот? на Да. пятки или, Да. или нет? Или вы... Они не то, что наступают, мы живем с ними, в общем-то, не на пятки, а мы в обнимку, как бы, безусловно, это нам облегчает, помогает где-то работу. Вот. Потом, если вы обратили внимание, я по роду своей деятельности, основную массу времени провожу в Фейсбуке, сейчас же идет везде какой-то пост, и написано «Сгенерировано ИИ». И сразу охват гораздо меньше. То есть сам Facebook, тем самым алгоритмы Фейсбука, заданные командой управления Фейсбука, подчеркивают, ребята, думайте сами, пишите сами. Не нужно. Безусловно, это можно обмануть, и мы знаем, как это. Но и в целом, я, смотрю, когда, понятно, если какой-то высшая каста дизайнер, а весь его пост сделан ИИ, в моем понимании уже отношение к нему должно быть куда менее серьезно, скажем, если человек не может самостоятельно сформулировать свои мысли. Одно дело ИИ что-то редактирует, это нормально, чтобы
не все одинаково хорошо владеют русским языком, а группа русскоговорящая это абсолютно легитимно, нормально. Или другое дело, что вместо него пишут. Ну, это уже в моем понимании не так. Так что и это наш друг. Чудесно. Нужно дружить. Да. Ну, вообще, да, дружить-то полезно со всеми. Ну что, могу я предложить да. Леониду, да, нашу игру? Леонид, поиграйте с нами, да? С удовольствием. Если бы Израиль был человеком, то каким бы? Так, я только уточню. Ну, давайте так, я любовь выберу. Вот я цветной люблю. Да? О, Ну как? Был бы таким? Нет? Поменяйте? Вот. да нет, зачем, почему? Вот, да, вполне. Похож? Вполне. Да? Мог бы быть таким? Да, Израиль страна очень, так сказать, полярная. Не биполярная. Так, Смеялись. покажем нашим зрителям. Вот Вот туда, тут, туда, наверное, ну, да. куда туда. То есть, Вот. Опс, да. все увидели, да? Наряду с большим количеством религиозных, которые, безусловно, как-то не сочетаются, громадное количество светских, все эти тель-авивские тусовки, город нон-стоп, Хайфа, четверг, пятница, Нижний город, такие персонажи наблюдаются, и, значит, все, собственно, за границей их очень много, и по ивриту, безусловно, мы их отличаем, так что все вполне Типичный, да? ассоциировано. Типичный Да, израильтянин, да? да, вполне. Ну, вообще, Леонид, вы угадали. Вот этот человек, это реальный персонаж, в смысле, реальный гражданин Израиля. Его зовут Бруно Граев, он музыкальный продюсер, он сам исполнитель, он инженер мастеринга и автор ремиксов. И он себя, когда стал искать вот в творческой сфере, он объездил весь мир и сейчас задержался где-то в странах бывшего Советского Союза. А мне почему-то показалось, что это Максим Галкин с отросшими, с такими. Ну, с не такой знаю, у прической. него такой... Ну, такой типаж. Да, мне типаж показалось, у него такой, такое да. американское больше лицо. Смотрите, кажется, марокканский, израильтяне, они не важно, они могут жить где Да. угодно, но они все равно израильтяне, они любят. Да. Музыканты, в частности, приезжают, любят выступать. И вот, в частности, есть, ну, я вот преклоняюсь перед ним, мой кумир, Асаф Авидан, который живет, насколько я понимаю, в Италии. Его основная жизнь проходит в Италии, но он приезжает, выступает по кибуцам Машалам, небольшим, он сам из кибуца Машал. Безусловно, он и в Кесарии собирает полный зал, и я не сомневаюсь, он по его разговорам, по его интервью постоянно отождествляет себя с Израилем. Все, собственно. Отлично. Дам вам прочитать, да? Сможешь? Получится? Получится, я только очки поменяю, да, без проблем. Микрофон можешь подержать. Вот такой. Про незнакомцев у нас Даже на сегодня. русском языке незнакомый Да. человек может сделать вам замечание так, будто он ваш родственник. В Израиле считается нормой подсказать, поправить, дать совет или даже покритиковать незнакомца. Ну, согласен, Да? согласен. Это утверждение, да, откликается, близко Да, вам? да, да. У каждого есть свое право на свою ошибку или на то, чтобы он мог поступить так, как он хочет. То есть совет – это не мое кредо. Нужно быть толерантным. Да. А это трудно? Быть толерантным вообще это как? Ну, как это? Да нет, в общем-то. Я ж могу сказать только про себя, я не могу сказать про других. Ну да. Как бы Ну, там. но все равно мы друг на друга смотрим и как-то прислушиваемся друг к другу, да, как-то себя, свои ощущения какие-то пытаемся сопоставить с другими людьми. Ну, человек по жизни меняется, в общем-то. Если, допустим, в молодости присуще что-то одно, что-то не принимается, потом наоборот, это как-то переосмысляется, так что это нормально. Ну, допустим, Нахон Ляхшав, то, что сейчас, я совершенно спокоен. Какие-то вещи израильские, я понимаю, что, наверное, это все это не есть хорошо, но они есть, с ними Израиль живет. Ну, то есть вы считаете, Израиль вот он такой, и его нужно принять таким? Переделывать нет смысла людей, да, они здесь такие. Однозначно. Да? Ну, у меня вот, например, было такое, я поймала себя один раз на таком ощущении, когда вот ко мне вот как-то так вот с напором каким-то, да, что-то такое было произнесено. Сначала я так
по-советски, по-российски, скажем, да, я так сжалась немножко, да, и ну ладно, проглочу. А потом вдруг, не знаю, откуда у меня выскочило внутри такое ощущение, так, стоп, я равноправная гражданка этой страны. Я израильтянка, такая же, как этот человек. Значит, как это? Мне не нравится то, что он говорит. И вот для меня это вдруг вот, не знаю откуда, из какой-то там, из подсознания, из какого-то выскочило. Вот это вот такое ощущение, что так, стоп, мне это не нравится, почему я должна сдерживаться, почему я должна это вот как-то проглотить и пойти с этим, ну, неприятным ощущением, да, и вот, в общем, как-то я себя на этом поймала и была поражена, на самом деле, своей реакцией такой. Потому что, ну, не знаю, где-нибудь в Москве в троллейбусе, если бы это так произошло, ну, наверное, я бы сказала, ну ладно, ну, пойду дальше. Ну, как-то не буду я тут что-то человеку рассказывать. И еще что меня, например, поразило, что когда, ну, как-то высказываешься человеку в ответ, да, это совершенно как бы так доброжелательно воспринимается. То есть, ну ладно, то есть так как бы тебе не нравится, ну извини, да, и человек идет дальше. То есть вот какого-то там скандала, скажем, там, или какой-то такой вот недопонимания какого-то не происходит. И это тоже такая какая-то немножко другая реакция. Ну, для меня, например, неожиданное. Но я чуть-чуть совсем в Израиле, да, я такая Аллах хадаша, да, поэтому, да. Меня еще много что удивляет. Вот, поэтому. Глубоко в тебе, значит, сидела израильтянка и ждала, когда будет возможность проявиться. Да, она не сидела, она все время выскакивала, да, регулярно, только, да. Нет, ну, хорошо, не буду, да, не буду. Леонид, самый израильский ремонт, который был на практике. А что такое? Вот, что такое израильский ремонт? Ну вот это вы нам расскажите, что такое израильский ремонт? Да смотрите, ремонт это та тема, я же могу начать рассказывать, и я уже не остановлюсь. Ничего, мы остановим, да, рассказывайте. У нас все получится. Бытует мнение вообще, что в Израиле вообще, мы живем в Израиле, и что вот очень плохо, в России было намного лучше. В России есть такой термин евроремонт. Квартира с евроремонтом. Да. Просто, Россия проходит через какую-то стадию, для них это сверхважно, как-то вот все вот эти, так сказать, какие-то нюансы. Я был буквально, собственно, неделю назад и сегодня серьезный ремонт намечается, и там люди, которые, наверное, столько же лет в Израиле, сколько я, они говорят, мы же не из России, мы не будем с пелесом ходить, вот тут пупырышек нет, вот покрасьте просто. В России, как я понимаю, такие вещи не проходят, там да. Что-то сверчать, но тут более такой спокойный момент. Но ремонт это джунгли. При этом эти джунгли везде, не только в Израиле, потому что я, в силу разных причин, я наблюдал за ремонтами в Америке, в Германии, за строительством, как бы там таким, небольшим частным, не тогда, когда небоскребы строятся, такие же джунгли, балаган, бардак. Так что примерно все то же самое. И как-то, нормально как-то обхаивать, как что мы кого-то что-то других ругаем на личном уровне. Но, в принципе, то, что я пристрастно наблюдаю, я смотрю, да то же самое, ребята. Вот. И создание этой группы, собственно, какая-то попытка вот эти джунгли более-менее нормализовать. Я вижу, что, например, что люди очень непритязательны, сами заказчики на самом деле, вот по моим российским привычкам, скажем, да, даже люди состоятельные, была у меня возможность это видеть, вот, даже когда к ним приходит один ремонтник, другой ремонтник, третий ремонтник, как-то сделал, ладно, подождем до следующего, через пару недель другого позовем, значит, и он переделает или доделает.
То есть вот этого, ну, таких, какие-то сверхтребований даже и не выставляются. Да. Это я вот на это тоже обратила внимание. Не, ну это я Нет. не соглашусь. Нет, нет. Ну, Во-первых, значит, есть мне так разные повезло. ремонты. Если это такой глобальный ремонт жизни, скажем, ремонт мечты, ну я утрирую, если это идет капитальный ремонт, если в него вкладываются приличные деньги, то заказчик однозначно хочет получить то, что он должен получить за эти деньги, и достаточно он требует, наклоняет каблана, дизайнера, и зачастую серьезные скандалы происходят, потому что его мечты каким-то образом не удаются, и получается тогда все, по идее, перфект, так сказать, хуже или лучше. Или другой ремонт. Вам нужно освободить квартиру, и вам нужно ее покрасить немножко. Ну, так это понятно уже, это пофигу, лишь бы хозяин принял у вас эту квартиру, или какие-то текущие косметические ремонты и прочее, прочее. А у меня, кстати, есть, есть подкаст с человеком, он создал Амуту, Что по такое разоблачению. Амута это Давайте по-русски. некоммерческая организация, да? Амута некоммерческая организация, правильно же, да? Амута это некоммерческая организация. Сообщество. Ну да, сообщество, где они разоблачают мошенников, и он очень затрагивал тему строительства, где у кабланы есть мошенники, которые много лет уже большие кабланы занимаются мошенничеством, и очень много рассказывал про сферы, где даже вот на государственном уровне нету инструментов, которые бы могли вот это вот с ними работать. И они продолжают много лет, мошенники, вот строительство идет, там очень много. Это большая там тема для разговора, больше часа На была. канале Галиль ТВ. Будет. Будет, да. мы Ждите, записали. смотрите Просто я сейчас анонсы, все так вспомнил, вот вы ждите, сейчас да. говорите про это. Вот, Ждите это именно, выпуска, да. У Саши из есть и Амуты. такой интересный материал. да. Да. Это серьезнейшая негативная проблема. Она не только ремонтно-строительная, она перекликается с законодательной в первую очередь. Это Израиль, к сожалению, к величайшему, это Мекка для прохвостов и проходимцев. Он обманывает, ворует, кидает, черти знает что, вместе с тем он рядышком с вами может быть, Да. улыбаться, и если вы его назовете, к примеру, вором, ну, в публичном пространстве соцсети, он подаст на вас Да. в суд, и он выиграет. Да, да. Это парадокс. И я Парадокс. конкретных людей знаю, которые как бы бежали за какие-то аферы из России, из Украины, освоили здесь, благополучно продолжают аферы и не собираются отсюда бежать, потому что им за это ничего не делают. Они научились. Это вот Поэтому все приходим в группу к Леониду И и консультируемся. смотрим людей с репутацией, которые подтвердили свою честность, свой профессионализм и пользуемся только проверенными людьми для того, чтобы не попадать в руки таких вот аферистов. Да, хотела. Заметьте, это не я сказал. Да, Это да, это Рут. Ну, Да. потому что, да, есть опыт, да. Да, к сожалению. К сожалению, Мы, конечно, да. смеемся, потому что у нас шаббат, все, но это проблема. Да, я хотела как раз вот эти слова откомментировать, сказать, что, возможно, это вторая сторона той свободы, которая в Израиле очень такая всем дана в большом количестве, очень широкая. Большие вообще возможности, свободы, да, для всех. И для детей, как мы видим, да, как дети растут в свободе, это прекрасно. И для людей там каких-то профессий, там ученые, я не знаю, то есть все могут развиваться, у всех есть вот эта хорошая сторона свободы. И в то же время, оказывается, она есть и у людей, которые хотят жить за счет других. Не совсем паразитируют, порядочными да? намерениями. Да, паразитируют на других, и у них тоже, оказывается, есть эти же самые свободы, и они их прекрасно применяют, и никто пока не научился, не понял, как этому противостоять, не ущемив свободу других людей, да. Вот, это очень интересная штука, что свобода, она вот так вот в такие крайности может нас заводить. Вот. Можете продолжить фразу, вот Израиль для меня это, и вот
что для вас Израиль? Вот за вот этот вот срок вот вы можете сейчас сказать. Да это легко и просто. Тут я не задумываюсь. Собственно, Израиль это мой дом, в котором я живу. Собственно, я живу тут уже, собственно, столько же, сколько жил в России, неважно там плюс-минус. Поэтому для меня это данность, я тут живу, все. Все. То есть очень так же, как красивое что-то сравнение. плохо, что-то нету идеального жилья. Вот. Так что. Понятная ассоциация, да, с вашей деятельностью, и она очень красивая. Нет идеального жилья, но дом есть дом, да? Вот Ну, что-то- Мой Дом- дом, моя крепость. Дом да, теплым мы делаем сами, Да. конечно. Сегодня тебя продвигает контент. Через 5 лет это твоя история. Раньше, чтобы получить связи, найти объемный заказ, нужны были выставки, презентации, личные встречи. Сегодня ты должен быть в сети, где нужно рассказывать о своем роде деятельности. Мы – видеопродакшн со своей подкаст-студией на севере Израиля, но работаем по всей территории Израиля. Реклама, свадьбы, клипы, рилсы – все. Любой формат, любой уровень сложности. Галиль. Саша, я Ссылочка взял по бы телефону. заметку. Да. Да, прежде чем мы пригласим сейчас следующих гостей, мы бы хотели вам показать небольшую такую нашу зарисовочку. Вот, Видно? и, Посмотрите, видно? это мой дом. Это мой дом в Твери. Я живу тут уже тоже 15 лет. И снимал, посмотрите, какие кадры. Там вот на фоне, если видно, гора Хермон. Это была зима, да, заснеженная такая гора Хермон. Видно очень часто с Твери, с набережной. Вот. И именно под это видео мы хотели бы вручить вам как раз вот этот вот подарок. Это вот это Тверия, гора Хермон. И QR-код вы всегда можете посмотреть, подвести телефон и выйти через QR-код на этот выпуск Шаббат-шоу, посмотреть его, Показать вспомнить. друзьям, Да. да. Именное. Именное. Настольная, так сказать, Программа. Вот. Ваше программа. имя здесь. Ваше имя, Да, дата, слушайте, Шаббат-шоу. спасибо, Это вам. спасибо огромное. Покажите нашим. Вот, всё. Так, Так, все, ну, спасибо. Вот, вот. так Вот. А мы делаем такую небольшую рокировочку. Да, Да. у нас сейчас перерывчик, я могу налить воды. Давай. Спасибо. Спасибо, что приехали. Мы давно на самом деле хотели встретиться, пообщаться. И мы очень уже много раз, вот, Юль, да, вот мы Да. контактируем и хотим, сколько раз уже Договаривались, договаривались приехать к вам в гости, в ваш замечательный музей. Ну, вот вы первые просто сделали шаг. Что Спасибо за вам. музей? Проронил слово. Да, Расскажи скажи. про Немножко музей. прям пару слов Да. про ваш кибуц Эльдор. И это очень интересное расположение, где находится, что за музей. Про виноград обязательно. И пшеницу. Ну, раз вы спросили уже о музее, вообще мы начали разговор сегодня, я слышала, что Израиль – это камни, которые хранят историю. Тут если они строят из камней, то наш музей, он археологический музей, и мы храним историю. И интересно, что кибуц Эйн-Дор – это как… Я показываю, сейчас Юля рассказывает, Да. а на фоне я показываю эти И кадры. Я кибуц, очень да. часто был в Да. музее, это классно. Наш музей очень так активно в последнее время развивается и в социальных сетях, и очень много мы там деятельности всякую разводим. Я хотела сказать, что почему Эндор? Эндор это как и источник, источник, Дор это поколение. Да, и интересно, как музей вообще организовывался. Ну, а музей в этом году, кстати, будем праздновать 40 лет. Музею археологическому. Он маленький, он небольшой, как говорят, музей на периферии, то есть не в центре страны, а где-то тут затерялся между Холмами. Галилейскими. Да, это Нижняя Галилея, считается еще. Сделали собрание, и вот на собрании люди все пришли, очень серьезно настроены, и на повестке дня было такое
И будем строить музей или будем строить спортивную площадку. Давайте будем голосовать. было. Да, Дилемма да, была. дилемма была. Вот, но как вы видите, получилось так, что за музей больше проголосовали и решили, что раз мы уже носим такое название Эйндор, то есть источник поколений, мы должны сохранить историю. Вот интересно, что во всей долине как бы израильской, вот это мы принадлежим, археологический музей, он как бы один, где вот как бы сохранена вот эта история. Очень интересно, каждый предмет нашей музея, он несет действительно с собой какой-то рассказ, какой-то, в общем, о каждом предмете можно рассказывать, так что приглашаем в музей. А еще интересно, что в музее в нашем мы пытаемся возродить древние ремесла. То есть и в основном это как это сказать? А на иврите как? Технологии какие-то. Традиционные промыслы. Промысла даже вот Не, ну, именно промысл немножко выращивание это культур. О, Да, да. Вот, По библейским рецептам. да, как раньше это делали. Мы знакомим как бы с историей через руки, ноги, как бы вот если это отжим оливкового масла, то у нас есть такой как бы Так, жернов такой, да, это такой вот? жернов, как раньше, группы, дети, семьи приходят и делают масло как раньше, то есть собирают оливки, приносят в маслодавильню и крутят, и потом как бы я сделал сегодня сам себе масло, я почувствовал, как это. А сейчас мы находимся, у нас период лета, и летом, в начале августа мы сейчас находимся, и это период сбора винограда, урожай винограда. Уже. Виноград созрел, собирается везде на всех виноградниках виноград, из которого потом делают вино, очень популярно у нас сейчас в Израиле, много открываются, возрождаются разные винодельни. Да. Да, если вы видели, что тут А у вас прям разные... типа с логотипом Эйндор такой свой бренд уже есть? Нет, индора нет, А, нет? виноградники принадлежат, в Израиле вообще-то виноградники принадлежат, каждая винодельня имеет свой виноградник. Это не значит, что они выращивают виноград вот рядом с собой. Понял. Они прям покупают землю под виноградники, и вот возле Индора у нас это вот винодельня на Туфа. Вот. Есть такая вот райончик такой, и они там делают вино свое, а виноград его выращивают у нас, возле Спасибо. нашего кибуца. И так что вот сейчас у нас идет период сбора винограда. Мы идем, срезаем виноградные гроздья, приносим это в специальное место, давильню опять. Есть на иврите, вы знаете, что на иврите каждое слово вот этого вот сбор разных продуктов, имеется специальное слово. Если это виноград, то это бацир. Вот сейчас идет ткуфа-шель бацир. Если это оливки, это масик. Если это пшеница, то это кацир. То есть вот мы говорим по-русски Кацир это сбор как- урожая Кацир и это, все. кацир это как жатва, да? Такой как бы жатва, ткуфа, кацир, период да, жатвы. Это только Да. это сбор Да. пшеницы. Это кацир. Вот. А сейчас бацир. Бацир это виноград собираем, и каждый вот этот вот этап получения как бы вина, то есть есть определенное слово свое, которое имеет значение, понятно как бы именно вот здесь. Ну, мы как А вот я- музей этого возрождаем. Я просто хочу сказать нашим зрителям и гостям, что Эйндор, он находится на очень интересном месте, вот на фоне горы Фавор, такой знаменитый гора Тавор, на русском, да, Тавор, а на иврите Фавор. Наоборот. Сори, да, наоборот. Да. Вот, Да. вот, вот эта гора Тавор, я ее снимал несколько раз и для вас, и я помню, вот, и я хотел даже показать вот эти видео на фоне, когда мы будем говорить, Да. и просто мы ее не упомянули, но Она это очень очень... да, знаменитая гора, и в Танахе она упоминается, где встречался царь Саул, и в Новом Завете, где было преображение Иисуса Христа.
Вообще вот это само место ваше, оно уникальное, оно мне всегда нравилось. И я участвовал, помнишь, у вас программы разные, которые меня тоже, вот я думаю, что мало кто знает об этих программах, которые вы делали. Я помню, вам мне тогда вызвали много эмоций, когда вы делаете такой хабрут, как бы такой евреи, арабы. Вот, Мы делаем программы именно работы с молодежью. с молодежью именно, да, вот. Идея это уже не новая, так как музей существует уже 40 лет. Вот 40 лет занимается такой деятельностью. Сейчас просто вот что немножко контекст, вот это само место, вот где гора, вот того Рейндор, да, там есть несколько таких деревень, где живут арабы. Арабы и В окружении. в окружении арабов, да. самой этой горы, да, арабские И вы делаете такое компактные. соединение, как вот вместе там евреи, арабы, Мы называем молодежь. это «мы соседи». Соседи. Мы соседи, это наша земля. Ты Мы вообще здесь посмотри, все вместе что живем. происходит. Мы здесь все вместе живем и будем по-соседски дружить. Я договорился с арабами, со Шфарамом, делать с ними подкасты с арабами, без политики, без религии, собираться вместе и назвать эту передачу «Шхиним», «Соседи». Соседи, То есть да. собираться, арабы и евреи вместе, проводить время, делать подкасты на постоянной основе. Мы вот сейчас ведем переговоры, им это интересно вот в этом формате. И именно тоже «Шхиним», это очень интересно. И нам Да. это тоже очень Да. интересно, да, Ну и разговаривать мысль вот это, о что, Класс. да, общих что мы каких-то соседи. Да я даже не знал, что «Шхиним», ничего И себе. как бы деятельность музея направлена делать совместные программы для молодежи. для молодежи. Потому что все, что незнакомо, все, что чужое, это подозрительно, это пугает. А когда ты знакомишься и понимаешь, что у тебя очень много общего, больше, чем различий, Другое тут отношение уже другое совершенно отношение. Тем более молодежь сейчас современная, очень такая. Знаете, на каком языке они общаются? Если это арабы не знают иврит, часто. Да, мне очень интересно. А евреи не знают арабского. Какой язык у нас есть Английский? общий? Английский. Потому Английский. что те же фильмы смотрят молодежь, ту же музыку слушает, английский, и они прям вот уже там в чатах и вот после наших программ общаются, встречаются вот на английском. И вот такое вот. Класс. Такая мысль, что пусть они узнают друг о друге, дружат, потому что мы вместе живем и растем, работаем, радуемся. А у меня вопрос к Илье, можно? Илья, Да. мне вот кажется, Юля просто кайфует от того, что она делает в этом кибуце, в этом музее с этой молодежью. Как тебе вообще, что она вот в этих программах? Ты тоже там принимаешь участие? Как это все происходит у вас? Я только сайт для музея сделал, это, пожалуй, все мое участие там. Так, Ну руку и приложил, в общем. Приложил, да, то есть там есть моя рука, да. Ну, это, пожалуй, все, что я делаю для музея. Но я считаю, действительно, абсолютно правильно, когда соединять евреев и арабов вместе, знакомить их друг с другом, в общем-то, с молодых ногтей, чтобы потом они могли вместе общаться, в конце концов, и не боялись друг друга. Да, это абсолютно правильное решение, да. А вы прям живете в этом кибуце, да? Сколько Или лет вы уже просто живете там? Работаете? Мы Нет, живем им там же- уже 9-й год, приехали туда из Рыховата. Ну вот, в общем-то, еще ни разу не пожалели. С того момента, как мы покинули большие города, в общем, ни разу не пожалели о том, что мы их покинули. Ну, то есть тебе тоже нравится вот эта природа, виноградники. А ты тоже ходишь Да. топтать виноград? Вчера топтал. Да? Ну Вчера как? натоптал. Есть в этом какой-то кайф такой, что? Ну, и, во-первых, Почувствовал А как? себя Челентано. Прям Челентано почувствовал? Старался. Подожди, Я прям старался. реально разуваетесь старался. по старинке, топчете виноград? Да, да. Да? Да, но я Есть делал есть не какие-то первый раз уже, я делал фотки, в прошлом видео, году. можно Ну, взять? Все есть, да. Вот. Но я очень прагматично в этот раз подошел к этой Со своим с этой кувшинчиком? задачей. Да? В общем, я пошел просто в поле там. С рюмочкой. В общем, все сделал очень быстро. То есть люди там ходят, они приезжают издалека, там из центра страны приезжают и говорят, вот мы там 3 часа на жаре ехали, чтобы в этом мероприятии поучаствовать. Я очень прагматичен был в этот раз. Просто пришел, взял ведерко, они там раздают ведерки на входе. Взял ведерко, нарезался сколько нужно, значит, положил, ножнички вернул. Тут же, как бы, не задумываясь особо, да, то есть люди там наслаждались виноградом. Виноград, кстати, отличный, вкусный.
сорт Марбетер. Ты нарекламируешь, что это очень не останется. Марбетер. А. Вы бы принесли попробовать. Все растоптал. Цель была какая? Ну тогда вино попробовать. Вот, так вот я пришел туда, там как бы есть определенный это ж специальное процесс, место они да. построили, там музей, Называется тень. гад, да, где Гад, сливается, да, где то есть топчется. они где сделали слив- такую площадку, точила, поставили о, такой. может, это А, точила. гад, да. это точило. Да, вот где вот все как стекает. интересно. там. И там просто моешь ноги шлангом, вот, общем, бросаешь приглашаем. виноград и топчешь, и он там стекает, как бы, его Виноград собирают в фестиваль. кувшинчики, все, дальше раздают людям, то есть дети там набирают бутылочки. Но он виноградного должен сока. настояться же еще. А я да, себе там? набрал, нет, он должен настояться, тогда будет вино, ты не обязан его настаивать, сок. ты можешь просто Это выпить. тирож получается. Получается тирож. тирож, А вот, да. да, тирож, который обычно используют как раз на шаббат. Да, Да. шаббат. Вот, Да, то есть это виноградный называется сок кидуш. получается очень-очень сладкий, очень сладкий. Очень. Да. И если его сразу практически не прокипятить, то он начинает бродить буквально через несколько часов. Как это мы так пролетели? Юля, что там кто-то, Илья спрашивали, да, что привезти. Я не знал такой истории вообще, что у вас такое происходит. Что, На шаббат вообще. да. виноград не видели? Ну это было, он же такой особенный был бы. Да. Ну да, это виноград, давайте который вот для на вина, этой да. неделе, Исправим Спешите, ситуацию, спешите. исправим Приезжайте в ситуацию, музей, доедем до вас. приезжайте в музей в Интуре. реклама пошла. Точно. Становитесь спонсорами нашего канала, наших передач, наших шаббат-шоу. У нас для вас есть такой подарок. Каждому спонсору мы готовы предложить эту книгу. Это подарочное издание с фотографиями, сделанными Александром. У каждой фотографии есть QR-код, который ведет на фильм, небольшой фильм или ролик о этом месте. То есть здесь и Хермон заснеженный, и Эйлат подводная съемка, и Мертвое море, соляные пещеры, пещеры Содома. Не в каждом, я бы сказала, не в каждом издании можно найти такие авторские фотографии Саши. Поэтому будем рады вашему участию, вашим донатам. И эта книга ждет вас в качестве подарка. И мы с удовольствием будем дружить с вами. Становитесь друзьями Галиль ТВ. Друзья, вы с нами поучаствуете в нашем челлендже. Выберите. Ну вот, А тут две как раз и есть. Две? Ну, я думала одну, ну давайте две. Я думала одну на семью. Ну, мы и две можем. А вот так, ясно. Алла осталась без ничего. Да я ничего, я как-то спокойно. Ну что ж, Ну, у нас меня цель тут- какая? да. Если бы Израиль был человеком, да. вот И- каким бы он был? Есть представление, что он был бы вот таким или таким? Но, на мой взгляд, Израиль как раз вот такой вот и есть. Большую часть дней в году. Да. Вот, когда, в общем-то, родителю приходится защищать своих детей от всяких внешних проявлений, будь то ракеты или там тлетворные влияния в школе. Но да, родители постоянно защищают своих детей здесь, по крайней мере. Ну, такой вот у нас еврейский менталитет, я думаю. Вот, Можно, то мне кажется, да. расширить не только детей, а свое детище какое-нибудь, да? Там, свой Ну, я бы не бизнес, стал свой так что-то. расширять, Нет? это уж совсем широко, на мой Да? взгляд. Да. Да? Но вот я думаю, я бы, да, сконцентрировался именно на детях, да. То есть, да. А вы знаете, что это не абстрактная фотография, а это реальная фотография Выглядит как реальная. да, человека, который как раз вот в этот Песах, когда у нас еще не закончились все, иранская, по-моему, у нас была какая-то, вот это еще первая война не закончилась, вот, у нас как раз на Песах был очень мощный обстрел, и вот Йоси и Ильяву, они ехали на Седер Песах из Ашкелона в Хариш с семьей, и вот на трассе им некуда было деться, и по правилам, которые командование тыла учит всех пап, вот, папа Йося закрыл своего 8-месячного малыша, а мама, видимо, дочь, и вот они друг друга сфотографировали. Ну, я бы отдал честь фотографу, если честно, на самом деле. Ну, Ну, папа-то это понятно. Мама. Ясно. Мама. То есть, пока папа, значит, спасал ребенка, мама решила Мама- сделать хороший кадр. Да, мама дочь спасала и при этом фотала, да.
Она же за всех детей мама-то. Дочь обнимает, за сыном смотрит. Все так вот у нас. Вдруг он неправильно спасает. Да, а вдруг? Ну, наши папы израильские, это мы уже вначале даже отметили, да, они такие, они про детей, мне кажется, все как бы готовы знать и никогда в жизни не постыдятся этой деятельности отцовской, да. А я на себе почувствовала, я была в стране тогда, на тот момент, не знаю, месяца 3 или 4, и я шла просто по нашему району, где мы живем, по улице, такие частные дома у нас там вокруг, и вдруг сирена, я растерялась, да, я как-то присела за какой-то грузовичок такой, и вдруг прям буквально передо мной останавливается машина, выбегает оттуда девушка, явно опытная, да, она меня увидела, буквально схватила меня за руку, и пока она останавливалась, она увидела, что через дорогу подъезд открыт в доме таком многоквартирном, вот, и она меня схватила за руку и отвела туда, в этот подъезд, и там прям грохало так очень конкретно. Вот, мне было страшно, но она меня как-то подбадривала, и да, и я увидела, что это реально работает. То есть я ничего не знала про эту безопасность, вот, как себя вести, а она, вот, в общем. Вот. И вот, Юля, твой вариант. У меня картинка. Если бы Израиль был человеком. Да, конечно. Израиль, особенно в последнее время неспокойное, военное. Тут изображен солдат и во время молитвы, я так понимаю. Но то, что мимо молитвы не пройти в Израиле, это точно, да, потому что буквально на каждом шагу есть синагога, да, и да. если рано утром идешь, там, едешь куда-то по делам или на работу, то горит свет, да, уже вот прям буквально с рассветом включается свет, приходят туда мужчины в основном, вот, и да, и вот эту молитву, даже если как-то сама не причастна, то видишь, что это реально люди начинают день с молитвы, да, и любое дело начинают с молитвы, потому что мы обычно, мы что-то делаем, у нас не получается, потом мы начинаем как-то обращаться к чему-то, да, к каким-то высшим силам для того, чтобы найти поддержку. Вот. А здесь вот этот правильный порядок, когда сначала помолись, а потом что-то делай, да, он виден, он очевиден, да. Скажем так, очевиден. Я просто как раз так, кстати, так классно все пошло. Ну, ты так рассказала про кибуц, про то место, про музей, где вы живете, и вот и мы как-то гуляли, вот я вот не помню, мы с детьми приходили, гуляли вот в период, когда у вас такой классный период бывает, когда цветет сирень. Не сирень. Ну и так. Подожди, это... Подожди, когда цветет Миндальное миндаль, дерево. извиняюсь. Да, когда мы... Нет. Это считается израильская сакура. Да, Миндальное дерево. Это извини, да. целые такие рощи. поля. Да, вот красиво. я помню период такой у вас такой В есть. этот сезон все Да. стараются ехать в эти период, рощи. да. это февраль. Да, и мы Япония приезжали, тоже. гуляли, и я вот выбрал фотографию, где я фотографировал в тот день, вот, и я вот такая вот... Эндор прям так. Ну да, индор, ну... Шикарно, шикарно. Да, вот это поляна, это вот эта вот израильская долина, где растет у них миндаль, вот эти вот, да, я вот, да, вот решил подарить вам на Заложила в память. Фэмили. Всегда Именная. Спасибо, QR-код. Саша. Проходите по QR-коду, всегда вспоминайте, как мы тут провели время. Обязательно пройду. Да, то есть, Очень красиво, спасибо. Всё, Это- ну, аплодисменты. Здорово. Отлично. Что? Теперь Ну моя последняя фразочка, Мы готовы. фирменная. Давай. Сегодня. Фирменная на сегодня. Сегодня последний. Да. Почти каждый взрослый знает в Израиле, что делать в чрезвычайной ситуации. Для большинства израильтян навыки первой помощи, гражданской обороны или опыт службы – это часть жизни, часть опыта, часть личного опыта. И мы вот
уже сегодня пообщались на разные темы, а вот эту, эту как бы зацепку, вот эту мысль, да, мы дадим нашим зрителям, чтобы они написали свой комментарий. Хорошо это, плохо это, да. Ну вот жизнь, она такая, она какая она есть. Поэтому мы ждем ваши комментарии. И самый, как Саша любит говорить, залайканный комментарий, он у нас не останется незамеченным. И этот человек, конечно, вас ждет известность на канале Галиль ТВ. Например. Или какой-нибудь сюрприз. Да? Спасибо. Шаббат шалом. Да. Шаббат шоу! Шаббат шоу! Шаббат шалом!